Ло Фэн сможет создать себе человеческое тело и уже в таком виде появится среди людей. Как мы говорили, способность Золотого Гиганта взращивать клоны очень пригодилась. Всего Ло Фэн сможет иметь 3 клонов. Это своего рода аватары или оболочки, то есть управляет ими Ло Фэн. Он может перемещать свое сознание между ними, но развивается и повышает уровень каждое тело отдельно. В большинстве случаев они находятся во внутреннем мире Золоторогого зверя, но если Ло Фэн захочет, то он сможет сделать так, чтобы все его тела одновременно сражались, но у них не будет отдельного сознания, а единый разум Ло Фэна. С его силой псионика, думаю, нетрудно управлять даже 3 телами сразу. После того, как Ло Фэн стал космическим золотым гигантом, его сила быстро росла. Он провел уже более года в одиночестве, обучаясь техникам гиганта и взращивая новое тело. А в это же время его жена Сюй Синь родила детей. Поскольку Ло Фэн был героем всего мира, это событие широко освещалось. Если их отец уже гений такого уровня, так что насчет его детей? Какими они будут в будущем? Золоторогий зверь, достигший длины тела в 230 метров, практиковал технику «Абсолютное пространство». Как вдруг Бабата окликнула его. Она сообщила об этом счастливом событии. Сюй Синь только что родила 2 детей. И дети, и мать безопасности. Это близнецы, 2 брата. Услышав эту новость, Ло Фэн почувствовал тепло. «У меня теперь есть дети». Чувство волнения питало его душу. Это много изменило. Во-первых, семья Ло Фэна, чье богатство было сравнимо со странами, теперь имела потомков. Во-вторых, генетическое наследство 2 детей было определенно очень хорошим. Их будущее было безграничным. В-третьих, с жертвой 8 героев, рождение 2 новых детей сделало всю атмосферу более особенной. Ло Фэну нужно было еще 8 месяцев, чтобы взрастить тело, и он сможет увидеть своих детей. Но случилось что-то очень печальное, о чем также узнал Ло Фэн. Спустя 2 месяца после родов Сюй Синь написала прощальную записку, надела свадебное платье и покончила жизнь самоубийством. Она не могла жить без Ло Фэна. Но, к счастью, она не умерла. Серебряный амулет, что подарил Ло Фэн, спас ее. Настоящее название этого амулета – Вечная Любовь. Когда случается прорыв на новый уровень, например, от Борца Звезды до Борца Вселенной, продолжительность его жизни многократно увеличивается. Но даже Лорд Сектора не может жить более 1000 эпох. Лишь тот, кто превзошел уровень Лорда Сектора, имеет бессмертное тело. Но в обширной Вселенной есть особые расы, которые от природы рождались с бессмертными телами. Их тела никогда не старели, только когда их души умирали, их жизни заканчивались. Их тела были известны как Вечные Тела. Но Вселенная справедлива, и предоставляя им вечные тела, также делала их неспособными стать более сильными через культивацию. Если они хотят тренироваться, единственный способ для них – оставить свои первоначальные тела и украсть чужие. Получается, этот амулет, что создавался расами бессмертных, дал Сюй Синь, жене Ло Фэна, так называемое бессмертное тело. Теперь Сюй Синь имеет продолжительность жизни в 1000 эпох, а также ее тело бессмертно. Чтобы убить ее, нужно уничтожить ее душу. Хотя амулет «Вечная Любовь» чрезвычайно драгоценный, но учитель Ло Фэна, мастер Падшей Звезды, сохранил несколько из них. По сути, это лучший подарок Сюй Синь. Теперь не нужно переживать, что Ло Фэн сможет жить 1000 лет благодаря своей силе, а Сюй Синь умрет как обычный человек. Нет, она сможет жить очень долго. Когда Сюй Синь пришла в себя, она увидела на экране ноутбука сообщение от Ло Фэна. Он сказал, что жив и вернется к ней через 6 месяцев. Только бы она снова не наделала глупостей. Все родные узнали, что Ло Фэн жив. С этого времени Бабата следила за тем, что происходило в доме Ло Фэна, и в случае чего могла ему сообщить. Например, к ним в дом вторглись борцы вместе с псиоником и заставили отдать им большое количество кристаллов Муя и других сокровищ. Ло Фэн был очень зол. Он уже сожалел, что не мог навестить своих близких раньше, думая о том, что те из-за своей жадности фактически решили сыграть жизнями его близких. Несмотря на весь свой гнев, Ло Фэн должен был терпеть. Осталось совсем немного, как он получит тело. Что ж, события развиваются довольно интересно. Ло Фэн стал отцом, а его жена Сюй Синь получила бессмертное тело. Ждем дальнейшее развитие сюжета. К сожалению, даты выхода нового сезона по-прежнему нету, но мы очень ждем новостей. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, что же сделает Ло Фэн, когда вернется к своим родным. Подписывайтесь на канал и всем пока.